Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. И сегодня мы с вами поговорим о том, что стоит отвечать на вопрос «Слышь, ты кто по жизни?». Ну и что вообще за люди задают эти вопросы, как себя вести в конфликтной ситуации с быдлом, ну и так далее и тому подобное. Давайте начнем, разберем вообще природу возникновения вот этого выражения, да, откуда оно взялось, где оно применяется. Перед просмотром можно поставить палец вверх, подписаться на канал, если кто не подписан. Лайк, коммент, подписка, все как обычно. Ссылки на соцсети в описании. Погнали. В общем и вообще, в двух моментах, наверное, в жизни, да, в двух местах данный вопрос вообще может быть задан, и он как-то имеет какой-то вообще смысл. Это места лишения свободы, да, где живут люди по понятиям. Кстати, если кто не в курсе, я провел там 12 лет, но сейчас я исправил свою жизнь в лучшую сторону, меняюсь вместе с вами. Видео не несет никакой пропаганды, агитации и призывов. Я за мирную жизнь на свободе. В общем, в местах лишения свободы, где определенные понятия соблюдаются, есть там так называемый образ жизни, кто кем там живет, такое вот распределение, да, там при возникновении каких-то вопросов, да, ну, в основном рамсов каких-то, там нет такого, что кто-то ходит там такой: слышь, ты кто по жизни? Ну понял, там этот такой, да. Данный вопрос задается обычно, когда ну, какой-то решается вопрос. Вот. И там могут поинтересоваться у человека. И то, как-то, вот знаете, если, допустим, если человека все знают, он на виду, да, и типа имеет серьезный вес, то у него не будут спрашивать, потому что и так все знают, как бы, кто он по жизни. Вот. Но если, скажем так, человек живет по-серенькому, да, просто сидит свой срок, то, бывают перепалки везде, конфликты с людьми происходят везде, на свободе, в тюрьме, неважно, на работе, вот, то могут поинтересоваться, типа, при разрешении этого вопроса, типа, а ты сам-то кто по жизни? Вот так. Это имеет место быть вот в местах не столь отдаленных, либо, второй момент, на свободе, но среди тех, кто живет по понятиям, да, вот, ведет криминальный образ жизни на свободе. Есть и такие люди. В общем, в любом случае, в отношении только людей, которые как-то причастны к миру криминала. Вот. И то, знаете как, вообще даже не принято как бы задавать такие вопросы людям, как-то даже не знаю, как вам объяснить, честно говоря. То есть не каждый человек еще может задать этот вопрос. Неважно, находясь там, либо здесь, не каждый человек может себе позволить задавать этот вопрос. Но периодически меня спрашивают, что отвечать на такой вопрос, потому как люди попадают в ситуации, в какие-то, живут в городах, где какие-то, может быть, соблюдаются там понятия, либо кто-то играет в эти игры дебильные, в романтику, во всю, благодаря которой я так или иначе оказался тоже в местах не столь отдаленных, и не имея отношения вообще никакое к криминалу, да, там, к миру криминалу серьезному, вот, где такие вопросы действительно могут задаваться, имеют место быть, повторюсь еще раз. Вот. Просто какая-то уличная шпана пытается рамсить, и задавать такие вопросы, и люди не знают, что на них ответить, да, но в основном это когда конфликтные ситуации, тоже такого не будешь, что ты идешь по улице, к тебе кто-то подошел, слышь, ты кто по жизни, вот. Так не бывает, да, наверное. Может быть, бывает, пишите тоже в комментах, было у вас такое или нет. В общем, если моделируем, к примеру, ситуацию, в общем, там, не знаю, ты сидишь где-то в кабаке, там, да, какая-то соседняя компания, рамсы, там вот кто-то там типа при понятиях, да, к тебе обращаются там: да вы там туда-сюда, вы на кого лезете, слышь, ты кто по жизни? Вот ко мне так никто никогда в жизни не обращался, но люди пишут периодически, что к ним обращаются, видимо, какие-то сидельцы. И скажу вам честно, скорее всего, если вам задают этот вопрос, в 99% случаев это будет какой-то, не знаю, человек, который нахватался верхушек, сам толком не знает ничего, либо который сидел, но сидел не очень хорошо. Ведь сидеть в тюрьме можно по-разному, есть там разные касты.
сразу забегая вперед, вам скажу, что серьезные люди, они никогда не понтуются и не гордятся тем, что они отбывали. Они не кидают пыль в глаза там, не вот этими словами «слышь, я сидел». Нет, они просто возьмут и сделают. Они не будут понтоваться, я знаю того, да ты знаешь, что сейчас тебе будет там, я сейчас позвоню, сейчас приедут. Ну, если такой крендель перед вами стоит, блядь, можете ему смело прям бить в табло, это черт, и не бояться. Просто зачастую бывает так, что психологически вот эти люди давят, да, может у них там есть какие-то наколки, да, там тюремные, и он там такой, слышь, да ты знаешь, вот я там кто вообще, да, там, я вот тот-то, тот-то там, я вот там сидел тем-то, тем-то, а ты кто по жизни? И на свободе вот применяют эти вопросы к людям, которые как бы, блядь, далекие от всего этого. И вот мне говорят, что сказать? А что ответить-то, блядь? Ну, есть несколько вариантов ответов, вот мы так плавненько подошли, да, вот, ну, лично я считаю, как вот от резких, да, до более-менее лояльных. Лояльный вопрос, не, лояльный давайте оставим, извиняюсь, на потом. Давайте самый правильный, да, и если уж бычка идет, ни в коем случае не надо становиться жертвой, не надо применять на себя как-то вот эту роль, да, что ты типа, он тебе говорит, а ты там что-то недопонимаешь, ты как-то оправдываешься, там ты типа, да я человек. Вот большинство отвечает типа я человек, да. Ну и дальше как бы, дальше идет вот этот конструктивный диалог по этой же линии, потому что вы отвечаете на его вопрос, вы пытаетесь как-то ответить на вопросы, которые в принципе-то вообще как-то, ну, не знаю, блядь, задавать людям, которые вообще далеки от этого, не надо. Это то же самое, что, не знаю, у этого же человека там спросить, блядь, да даже хуй его знает, что, блядь, они особо-то ничего не знают, любую херню спросите у них, они вам не ответят. Просто когда вы начинаете с ним вести вот этот диалог, говорите, я человек, он может вам сказать, там, да и что, человек, кто ты, кем живешь, там, чем ты дышишь, там, туда-сюда. И вот чтобы вот этого всего не было, не надо вестись на поводу вот этого разговора, надо гнуть свою линию, потому что, ну, мы живем на свободе, здесь как бы понятия нет в обществе. Здесь есть закон, здесь есть какие-то общепринятые моменты, там, нравы, там, не знаю, да, там, совесть. Вот. В этот момент ему надо просто сказать, тебя ебет вообще. Вот да, это как бы дерзко не звучало, там, да, можно выхватить в ебало, там, что-то еще, да, кто-то мне скажет, блин, да. Но это самый рациональный ответ, который, в принципе, ну, если рамс, он так и так уже идет, и как бы, если ты, конечно, ну, если ты человек сильный, тебе позволяет, но ты побаиваешься, что будут последствия какие-то, да, это другой момент, я сейчас вам скажу другой ответ. Но если ты физически развитый человек, вот, здоровье у тебя есть, если ты там спортсмен, там, все у тебя хорошо, перед тобой стоит какая-то чепуха, но ты очкуешь, что потом могут быть последствия, да, не бойся. Просто скажи, тебя ебет вообще, ты сам кто такой, блядь? Вот это самый будет нормальный ответ. Все, после этого он там что-то, вряд ли что-то скажет, потому что он увидит, что ты не боишься, ты не ведешься на поводу у него. Ты как бы, ну, вот свою линию гнешь, и все, да и похуй. Даже дверь открыта, блядь. А вот, сука, люблю Димона, блядь, тапок заминированный. Более-менее такой, не знаю, блядь, ну, и попытаться на их языке ответить, если там как-то, ну, вы понимаете, что вы физически не вывезете, да, этот базар, там, грубить им, да, сказать, типа, а ты с какой целью интересуешься, да? С одной стороны, как бы, более-менее это как-то сгладит ситуацию, потому что ты вроде как-то тоже что-то понимаешь, да? Но с другой стороны, он тебе ответит, скорее всего, он знает, что сказать, он скажет с целью познания, да? И дальше как бы все, опять тупик, тебе придется отвечать на этот вопрос. Ну, можно сказать, знаете, вот более мягко, да, вот не сказать тебя ебет, да, если как бы ты дерзкий, как пуля резкий, и можешь как бы насывать этим гопарям, блядь, да, вот. Или чертям, как их правильно назвать, даже не знаю, кто вот так вот доебывается до людей, блядь, ну и, блядь, ладно. То говорим, тебя ебет вообще, ёпта. Ну не надо там их нахуй послать, потому что это тоже неправильно. Вот. Можно сказать, тебе какая разница? Это какое вообще имеет отношение сейчас к ситуации? Чего там, кто по жизни, блядь, по какой там жизни? По какой жизни, это спроси. Можно, вот если, конечно, человек попадется тоже, который отбывал, да,
типа, ну, можно эту фигню раскачать, развести вот это вот словесное карате, да, сказать, типа, по какой жизни, ты что, живешь по понятиям, там, ты кто, там, кого ты там знаешь, то есть, да, как-то вот это сгладить. Но в основном же люди-то как бы попадают под эти разговоры. Те, кто вообще не имеет никакого отношения ни к тюрьме, ни к криминалу, слава богу, я бы тоже был бы рад этого всего не знать и смотреть вот это вот видео. И, блин, что же надо отвечать-то, ё-моё, блядь. Вот, и, блядь, вот я даже не знаю, у меня нет слов, я просто не понимаю, как такие вот в мирной жизни такие вопросы могут задаваться. Людям, вот реально, как бы, которые работяги, там, да, простые люди, да, которые пришли отдыхать там. Ой, блядь, проклятые рудники. В общем, и им задают вопросы, и, блядь, он не знает, что ответить. На самом деле отвечать там нехуя. Ну, можно сказать, ну, слышь, мы что, в тюрьме, что ли? Мы же не в тюрьме, друг, очнись. По жизни, не по жизни, ёпта. Ты давай там, скажи лучше, блядь, своим друзьям, чтобы не орали там, я вас попросил, да, или что, какие по жизни? Кто я, чего я, ёпта? Просто вот пытаться, это надо как-то, знаете, парировать. То есть не надо принимать вот правила игры того человека, который тебе их навязывает. То есть пытаться разговаривать с ним на его языке у вас все равно не получится. Это вот как вот есть, знаете, там, ну, собака лает, там, да, ты же не встаешь на четвереньки, не начинаешь лаять на нее в ответ. Вот приблизительно то же самое. То есть даже, знаете как, по-другому немного, да, разговаривать с ним на его языке, да, пытаться разговаривать с ним на его языке, это значит опуститься на его уровень, где он себя чувствует очень хорошо, блядь. Вот. И ты там на этом уровне не вывезешь, блядь, потому что ты опустился на его уровень. Это его уровень. Вот, поэтому пытайтесь перевести разговор в свое русло. Ну, блядь, уж как бы там ни было, знаете, да, надо как бы... Не надо бычить там. Ну, как бы, я считаю, что все равно лучшая драка это та, которой не было. Если вам удается урегулировать как-то вопрос мирно, там, да, сказать там, типа, слышь, что ты хочешь там, типа, ну, пацаны, я местный, вот, я оттуда, что там, ну, нахер нам это все там, рамсить там, туда-сюда, давайте спокойно, вы отдыхайте там в своей компании, мы своей там. Если кто-то перепил там, ну, постарайтесь так вот сгладить углы. Но... Еще раз повторюсь, что если началось что-то подобное, и кто-то к вам подходит с такими вопросами, по-любому переводите разговор как бы в свои интересы. Не ведитесь никогда на поводу. Это закончится хуёво. Вас будут подавлять психически, психологически, потому что на это идет расчет. Вот так вот выебнуться, да? Что еще влияет вот в этом разговоре? Наколки, вот эти вот вопросы, да, типа по понятиям. Вы видите этого человека, который задает вопрос, вы думаете, о, бля, сидевший, какой-то опасный, у него наколки, зубы золотые. Раньше модно было ставить вот эти фиксы. И вы, блядь, начинаете думать уже, там, что-то его опасаться, хотя его бояться-то нехуй, ёпта, в принципе. Ну, он такой же человек, и 2 руки, 2 ноги у него. И если ему въебать, он точно так же почувствует боль, у него пойдет кровь, блядь, все. И все вот эти понты, скорее всего, вылетят. Серьезные люди никогда себе не позволяют вот таких вот вопросов, если они понимают, что перед ним человек стоит далекий от этого всего. И вот эти лишние понты, да, хоть и говорят, знаете, как вот в местах этих заключений, типа, зэк без понтов, беспонтовый зэк, да, вот и понтуются те, кто из себя, как правило, ничего не представляет. Вот. Ну, бывают, конечно, какие-то там дети мажоров, там, да, знаете, или еще кого-то, вот, которые играют в эти игры, ну, сами по себе ничего не представляют, ну, за ними там есть, допустим, поддержка, да, опасно, да, согласен, но если вы человек здравомыслящий, всегда как бы здраво оцениваете ситуацию, да, не надо пороть горячку, лезть на рожон, но и поддаваться на вот эти вот уловки тоже не стоит. Грамотно, спокойно поговорили, тоже, ну, в такой же тональности, как и человек, который там на вас бычит, в принципе, да. Если кто-то там подтянулся, ему точно так же спокойно объяснили. Вот и все. Самое главное не вестись. Вот, подводя итог, давайте. Не вестись, не пытаться разговаривать там на псевдоблатном языке, да?
Что еще-то? Ёпты. Ну и не бояться. Самое главное, в принципе, что, не бояться. Ну, что сделаешь, блин? Ну, бывает всякое, будет драка, кто-то получит поебал, не дай бог. Лучше, конечно, не будет. Пытайтесь урегулировать по-доброму, да? По-доброму, но не разрешайте как бы вас грузить. Вот. То есть некоторые люди доброту за слабость принимают, да? Раз скажите, типа, пацаны, давайте хороший разбег. Второй раз там, типа, если не понимаете, блядь, лучше, конечно, не дожидаться, чтобы вас въебали. Вот, начали бить. Если уж начнется, что ж теперь поделаешь? Вот, всякое бывает. Старайтесь не ходить, конечно, по таким местам. Это лучше всего, кстати. Не ходить по таким местам, где может тусоваться такое быдло. Если, к примеру, вы после работы пришли, сидите дома, да, либо с друзьями пошли в спортбар попить пиво. Всякое может быть, конечно. Может быть, они и туда заглянут. Но в основном они тусуются по всяким пивнушкам. В нормальные места они не ходят. Поэтому ходите в такие вот места, где, как бы, не знаю, охрана есть. Где там, может быть, какой-нибудь дресс-код более-менее. Где вот такую шушеру не пропустят. Вот. И будет меньше проблем. Думай как бы на несколько шагов вперед. Это всегда самая лучшая выигрышная комбинация. Вот, в принципе, и все. Все, что хотел вам сказать. Желаю вам добра, ребят. Никогда не попадайте при возможности в конфликтные ситуации. Не занимайтесь херней, не занимайтесь там какими-то противозаконными, противоправными действиями. Живите, жизнь прекрасна. Я вот только начал сейчас жить нормально, но я очень рад и радуюсь вообще малейшим каким-то вещам, которые узнаю только. Все, в принципе, что хотел сказать. Нихуя. Есть интересная группа у меня в Телеграме, если кто не знает, где всякого рода контент и консультации по всяким ситуациям, которые, например, я в Ютубе здесь не могу озвучить. Да? Вот цензор, такая вот херня есть. Получить доступ к этому контенту можно через видео по ссылке в описании. А так, в принципе, все. Лайки, подписки, соцсети, все там же, как обычно, где и было. И огромное спасибо всем спонсорам, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсируй». Давайте, берегите себя, до новых встреч.